вот и утро. 7:06. Сегодня суббота, 21 июня. Да, солнце встает, начинается жара. Ночью что-то как бы не сказать, что жарко. Ну я вот по-флиски да в шапке сплю. И как бы и не жарко нифига. О, да. Ну привет, велосипед. Дружище. Чего ждешь? Ничего, сейчас скоро поедем. Она сегодня на завтрак конина с хлебом и все. Гречку я опять забыл взять. Вот. Сейчас бы я, конечно, не отказался от гречки, да. С утра прямо гречка хорошо заходит. Но что-то я опять забыл взять ее. Прекрасное утро. Ветра практически нету. Сейчас собака какая-то такая серая, ну цвета земли. Взяла, выбежала из трубы, туда пробежала метров 100, что-то там посмотрела и обратно в трубу забежала. А кстати, вон она опять бегает. Что он бегает, ищет, рыскает. Если бы сюда подбежала, я бы, может, даже эту колбасой бы угостил. Сегодня дополним завтрак горошком. Ай, вкусняшка. Ну что, поехали. Приятного аппетита. Хлебушек. Конина. Да, такие консервы у них вкусные. Вот где монгол написано. Ну, погнали. С горошком тоже отличное сочетание получается. Довольно-таки вкусно. Лошадка вот где стоит, сюда вот прибежала галопом. Остановилась, посмотрела на меня, поржала. И все. И он ту лошадку увидела. Сюда они бегают друг за другом, что ли. Ну она реально так сюда так целенаправленно бежала, потом меня увидела, хоп, остановилась такая. Ну все, ее позвали, пошли туда, куда ты пошел. А там сетка, что она ее не видит? Сейчас упрется в сетку. Увидела. Давай обходи справа. Ну смотри-ка, умная. Но это-то вообще он вышла на трассу. Это совсем же ребенок молодой. Ну, знает, куда бежать. Вот они все здесь проходят, ходят. Для них этот туннель. Оп, все. И на ту сторону. Поехали. Ох, прямо лес вот там. Ну, реально, все, меняется природа. Там, походу, вообще возле дороги лес сейчас пойдет. Время 8:45. Вот сегодня даже пораньше, чем вчера собрался. Да, утро у нас началось с тягуна 3%. Ну, местами даже 4 был. Кстати, наверное, панельку надо назад перевесить. Ну, потому что сейчас я на север же еду. А солнце будет по правую сторону, в основном все. Ну и сзади потом светить. Так что, да, надо будет ее перевесить. А то этот пауэрбанк полностью сел. Вчера уж резервным заряжал камеру да телефон.
А вот и лесок березовый. Ну да, березки. Вот они, монгольские березки. Ушурхаус какой-то там стоит. Ну, кафешка. Да, надо заехать что-нибудь взять попить. Это реально прямо с утра хорошо. Так, стегунчик. Я что-то посмотрел, где-то 150 метров набора высоты за 4,5 километра. Блин, хорошая разминочка. Я уж весь этот чай выпил, что был вчерашний в бутылке. Еще надо газировочки взять, что-нибудь такое, эдакое. Вот, коровки тоже знают, где ходить. Подземный переход. О, 1,5 километра спуск, что ли? А значит, потом подъем опять будет. Куда же без этого? Ну да, приличный спуск такой. Баян Чантмань. Вот это что за городок? Ну все, русификация пошла. Пошли стелы перед городками вот этими. Ну, реально, не было же. Вот это уже как у нас, да. Стелла, вон что-то нарисовано. Обычно, да, там арочка бывает, ну и название. А тут все, стелла пошла. Кстати, в Монголии светофоры горизонтальные, а у нас вертикальные. Так, ну что, вот и магазы пошли. Можно куда-нибудь заехать. Элбек маркет какой-то. А вот сюда вот Go Market закатим. Очаковский. Да, квас просто великолепно зашел. Сейчас тут чувак стоял, блевал. Сейчас я вам еще покажу местных алкашей, которые с утра пораньше заливают. Вот они. Приехали на лошадях. Одному уже похорошело, проплевался и туда куда-то ушел.
Такая миниатюрная пятиэтажечка. А это мне снова подогнали водичку. Вчера маленькая бутылочка такая была, сегодня вот какая большая. А да, мужичок на Ниссане вначале меня обогнал, когда я стал выезжать из магазина. Потом на этом перекрестке круговом остановился, подождал, догнал. Ну, расспросил, что, куда, кого. Я уже говорю, все, домой возвращаюсь. Да, вау, типа, и это, водичку подарил. В общем, большое ему спасибо. Вода не помешает сегодня. Вот здесь сосна посажена. Что-то она вообще, некоторые вон вся обгоревшие уже. И тут жарко, наверное. Если вырастет такой лесок, здесь будет, да. Вон там вообще ее вон сколько. Целый лес, целая плантация. Вон впереди гора, вон вся покрыта лесом. Ну все, леса наконец-то начинаются. Уже охота костерок развести, посидеть вечерком. С кофейком, с чайком. И чтоб было поваленное дерево, а не на корячках, на картах сидеть. Еще холодная немножко, уже нагревается. 43,8 показывает. Ну наконец-то тепло. Как этого я долго ждал. Люблю такую погоду. Сейчас на Урале я посмотрел 17 градусов, идет дождь. И там чуть ли не на всю неделю у них такая погода. Да, вот пускай и мерзнут на своем Урале. А мы здесь греемся. Отличная погодка. Там походу речка. Вот столько людей. Люди с палатками даже некоторые стоят. Блин, я бы, конечно, намочил футболку с удовольствием. Может, даже искупался бы. Но речка-то по левую сторону, по правую ничего нету. Сейчас, может, где-нибудь мост будет. Ну, моя мечта сбылась. Едем на автобусе, велик загрузили. До Дархана, да? Дархан? Русия. А, Русия? Каяхта. Ты? Ага, тоже. Русия, ну. Ага. Как можно сегодня тогда, получается, и доехать до России, до Каяхты. Блин, так здорово. Я же только вчера мечтал об этом. Если кто-то будет подвозить, я не откажусь. Если сейчас кто-нибудь предложит подвезти, я, наверное, не откажусь. Я вот этот этап не хотел, чтобы меня подвозили. Хотя предлагали, были моменты. А я целенаправленно пер. Вот Вселенная услышала мою просьбу. Вот, пожалуйста, можно до Каяхты прямо доехать сегодня. Да, здорово. Так быстро едем, я так не привык к этой скорости. Вот к городу подъезжаем. Вот здесь по левую сторону железная дорога идет. Вот это, наверное, станция. Зелененькая такая. Парунхара. Вот, ну, город так и называется.
Вот и приехали. Все, сейчас будем выгружать велосипед. Супер. Ну все, что, вот уже Кяхта видна, церковь. Россия рядом. Значит, от палатки я проехал 40 километров. А потом надо будет вычесть, сколько я проехал на автобусе. И потом уже, ну, в общем, сколько меня подвезли, да, вот сколько будет, можно сказать, этих бонусных километров. Ну все, сейчас я тут по городу покатаюсь, съезжу до обменника, обменяю денежку и все, обратно в Россию. А если честно, большое мужику спасибо, что остановился. Вот реально, я же вчера еще думал, ну, блин, если кто-нибудь подвезет вот именно вот этот маршрут, я соглашусь поехать. Вот как это работает, вот вселенная меня услышала. Блин, большое ему спасибо. Вообще долетели махом. Он ехал быстрее вот этих всяких крузаков, легковушек. Наверное, 140-150 он топил. Ну, автобус-то большой, что, колеса большие, там яма, не яма, пофигу. Ну да, в общем, это было просто супер. Он мне, грубо говоря, срезал, ну, что, я бы 3 дня бы сюда ехал примерно. Вот где-то вот так вот. Еще когда ехал, ну я как бы всю дорогу видел, плюс-минус все то же самое, что я вот уже 100 раз видел за все путешествие в Монголию. Плюс-минус все одинаково. Да, там местами уже был лесок, это было, конечно, приятно видеть. Дорога была там, конечно, местами, вот после города вот этого Дархан, дорога пошла узкая, плохая. И то яма, то канава. Ну, на автобусе-то он летел, пофигу. Я думаю, если бы я ехал на велике, я бы просто эти, наверное, километров там 150, наверное, до сюда, я бы просто мучился бы ехать. Ну все, в общем, что там, 1,5 километра мне навигатор показал. До этого, как его, до обменника. Ну и вот она граница, вон уже церковь виднеется. 40 градусов, сегодня реально жарко, как я и люблю. Так, а время 12, 3 часа 18 минут. В принципе, нормально, самый солнцепек. Ну все, погнали, обменяем валюту. Я думаю, у меня 1300 тугриков осталось. В принципе, что, мне их домой везти, что ли? Обменяем. Я вот понял, это вот в этом банке обменивать. Все, он, конечно, работает. Да нет, вот здесь обмен валют. Ну, по навигатору написано, что здесь. Типа, ну да, вон обмен валют даже по-русски написано. В общем, сюда и едем. Как бы граница-то вот она. Как бы не пришлось все объезжать. Потому что там дорога была, как бы. Походу придется объезжать, все, возвращаться. Так, все, обменял, что-то, ну, около 7000 рублей получилось, обратно все. В общем, эта женщина сказала, типа, можно здесь попробовать. Но если, типа, здесь не пустят, придется все вот это все дело объезжать. Ну, в общем, сейчас узнаем. Но вроде сказала, тут, типа, пешком можно, либо на мотоциклах, что ли. Но навигатор вот сюда именно ведет. В общем, ладно, посмотрим. Так здесь просто как калитка. Да, здесь нормально можно проехать. Пограничники стоят. Ну, посмотрим, как долго буду проходить. Время 12:34 по моему времени. Записываю видео на телефон. Вот мой велосипед лежит. Едем на танке. Ладно, мужик согласился меня везти. Потому что, оказывается, вот Каяхта, граница, нельзя на велосипеде. Блин, я думал, и что делать сейчас? Ну ладно, мужик, он согласился на танке. Он пошел сейчас документы оформлять. Прошел паспортный контроль, поставили печать. И сейчас на российскую границу. Ну вот она, матушка Россия, привет! Вернулись все домой. Вот велик стоит, сейчас все собирать обратно придется. Мужичку большое спасибо, вообще, просто выручил. Там одни легковушки стояли, но были тоже грузовики такие небольшие, внедорожники. Но я к одному подошел, он не захотел, вот только вот он согласился. Ну все, счастливого пути. Еще один сумка нету. Как нету? Сумка. Я 3 сумки загрузил.
А, да. Да, все, Все, наши все 3. Хорошо. Ага. Велик готов. Ну что, отметим это дело добрым соком. Ну, типа фанта. Уа. Как же это круто. Вдвойне круто оказаться дома, расплачиваться банковской картой и выпить добрый апельсин. Наконец-то приехали. Блин, а время-то сколько? Я же хотел посмотреть, за сколько все это дело пройдем. Так, 12. Короче, получается 4 часа. Ну вот если вот эти все нюансы убрать, что там встретились, пока туда-сюда, за 3 часа, в общем, границу я прошел. Монгольскую границу вообще махом. Ничего не смотрели, ничего не проверяли. Ну вот этот мужик, да, с кем я ехал, он потому что, ну, он сам монгол, из Монголии. Он там что-то по-своему говорит, его пропускают, все без проблем. Вот российская граница, да. Там пришлось немного подождать. Ух, вот реально, даже не верится. Даже не верится. Вот мы и дома. Вот они. Первые километры, метры, сантиметры и миллиметры по России на велике. У нас, конечно, небольшая потеря. Вон, видите, кое-чего не хватает. Зеркало. Но оно вон лежит. Ничего, я его сегодня, может, приклею. Отпало где-то. Ладно, хоть увидел. Но оно в машине отпало. Я вижу, там кругляшок лежит. Я сразу понял, это зеркало мое. А тут как бы до сих пор все поэтому по-монгольски написано. Ну да, сейчас граница. Что, только приграничная территория, можно сказать. Тут монголов, наверное, тоже много живет. Дорога пустынная, вообще никого. Кстати, на границе не сказать, что прямо много машин было. Вообще немного. Вот наша колонна была 4-5 машин. Предыдущая где-то так же была. То есть машин немного. Вот, наконец-то дома. Деревья, трава. Дорога хорошая. Да, надо, кстати, симку сейчас, наверное, переключить. Наконец-то есть информация по подъемам. Что 4%. 41 градус. И хотя, ну, на солнце нагрелся, но 35-то точно есть. Да. Вот она, Каяхта. Ни одной юрты нету. Обычные дома. Вот и заехал на эту горочку, которая была от границы прямо. Вон она, Монголия. Вот сейчас с горки спустимся. Все. Его уже, можно сказать, и не увидим визуально. Широченная дорога. Для чего вот так-то подумать? Машин-то нету. Нету такого большого потока в Монголию. Из Монголии тоже. Вон там тучка какая-то назревает. Дождика бы, конечно, не хотелось, хоть и жара. Охота речку или озеро. Ой, леса, как приятно их видеть. А тучка-то такая серьезная. Неужто гроза будет? И сегодня, по ходу дела, спать-то будем уже в лесу, а не где-нибудь там в пустыне. Вон, лес кругом. 211 километр. Но это значит до Улан-Удэ. Да. 211 километров. Ну что, дня 2 ехать. Сегодня еще сколько это проеду. Лесок, лесок. Как я отвык от него.
Прямо реально приятно смотреть. Сосны. Да, еще был прикол на границе, на российской-то. Я там все вещи на стол вытащил, все сумки снял, велик вытащил из машины. Все проверяли чисто формально, просто посмотрели на сумки открытые и все. Не рылись, ничего не смотрели. Там женщина проверяла. Все, сказала, езжайте, я все сумки убрал, велик убрал, поехали, сели, метров 15 отъехали. И водила говорит, что-то там меня зовут. Я говорю, ну да, вроде что-то, все, задом чуть отъехали. Я выглядываю, смотрю, показывает, я колесо переднее забыл. Я же его снял, просто рядом со столом положил и забыл его, там оставил. Колесо, вот эти две бутылки. Вот был бы прикол, сейчас бы выехали за территорию КПП этого. Я бы потом обнаружил, что у меня переднего колеса-то нету. Да, вот это было бы случай. Ну ладно, блин, там увидели, вот кто за нами была машина, они тоже начали вещи разгружать. Увидели, что я колесо оставил. Капец, что-то я торопился быстрее, про переднее колесо забыл совсем. Я его еще сбоку просто поставил, видать, не заметил. Да. А тучка что-то идет и идет. Он там уже даже вроде как и поливает. Вот я и думаю, что может тормозить. Или пофиг, под дождем прокатиться. Да как будет, просто через 3 часа уже все, солнце сядет. Даже можно, наверное, уже заранее останавливаться где-нибудь. Может быть. Ну, в общем, подумаю. Пока едем, что он в горку такую залез сейчас. Сейчас спустимся вниз, нам видно будет. Ну вот лес, ну просто красота. Как я давно по нему скучал. Все зеленое, березки, сосны. Просто прелесть. Вот дорога куда-то идет. Вон тайга впереди, нету этих лысых сопок. Так, что, Улан-Удэ 210. Без заднего зеркала как-то непривычно ехать. У меня уже глаза сами по себе туда смотрят. Все-таки как-никак, а машину видно, если будет. Ну все, я, наверное, думаю, пора останавливаться. Через 2 часа с копейками закат. Хоть и проехал немного, но я уже есть хочу, потому что я ел только утром. Консерву съел и все на этом. И он и дождик поливает. Вот здесь вроде ровная поляна. Где-нибудь, наверное, сейчас тут сверну. Вот, в принципе, сюда можно и заехать. Опа. Хотя написано, доступ в лес запрещен. Да и ладно. Вот такое место. Ну, дорога совсем рядом. Ну, вот здесь где-нибудь и заляжем. Палаточку поставлю. Шишек, конечно, надо будет убирать. Да, как же приятно быть в лесу. Да, здравствуй, сосенка. Я давно дерево не трогал. Вон паук сидит, гусеница сидит. Еще одна. Здесь еще какой-то он ров. Что это тут нарыли так? Зачем?
В общем, ладно, надо ставить палатку, а то уже что-то там аж это гремит. Ну что, подготавливаем кушать. Я тут заметил, кстати, вон, если видно, Загарда слазит. Ой. Он реально это слоями он слазит. Видать, кожа отрегенерировалась. И вот эта темная сожженная кожа начинает слазить. Хорошо, я подзагорел, конечно. Ну что, будем сегодня кушать. Блин, надо, наверное, было их побольше взять, вот таких консерв. Буду скучать по монгольской консерве. Ну ничего, сейчас ее съедим. Последняя, кстати. Что-то я не позаботился о завтрашнем дне, но я ее сегодня сейчас съем сразу же. С хлебом и с кофейком. Потом кофеек буду пить. Пару кружек точно. Что-то гремело. И что-то ничего не капает. Палатка поставлена. Давай, дождик, можешь начинать. Я не против. Угу. Хороший хлопок. Значит, зажглось. О, сразу загудело. Отлично. Что-то я реально проголодался за весь день. Так, если подумать, мне в обменнике поменяли тугрики на рубли на 7000 с копейками там. Что-то я не помню сколько, ну там 7 с чем-то в общем. И что получается, я менял 26 тысяч. И на все про все у меня ушло где-то 19 тысяч рублей на Монголию. Но я бы не сказал, что я там шиковал просто, ну, брал вот такую консерву, еду. В жаркие дни каждый день газировки не по одной, да по чаю вот этому. Так да, я считаю 19 тысяч, ну, в принципе, бюджетно. Сегодня 21 число, заехал я 4 числа. Это что, получается... 17 дней я был в Монголии. Ну да. Вот если бы сейчас не подвезли меня, я бы, ну, еще бы на 3 дня бы задержался в Монголии. 3 дня бы еще ехал примерно. И, ну что, вот за 3 дня, ну, я бы потратил, ну, на наши рубли, ну, максимум 3000. То есть на еду, больше на газировки, на всякие, на соки там и прочее. Итого было бы 19, 20, 21, 22. Ну, 1022. Ну, можно, ладно, округлим на 20 тысяч, я бы потратился в Монголии где-то примерно. Плюс же курс еще туда-сюда гуляет. Я даже, кстати, не спросил в обменнике, какой курс. Я обменивал по 44. Блин, надо было поинтересоваться. Интернета здесь нет, вот что плохо. Как бы связь есть, а интернета нет. Я бы посмотрел, что за курс. Ну ладно, в общем, что, кушать буду продолжать. Вон вода кипит, греется для кофейка. В общем, ужинаем. Ну вот я посмотрел. В общем, от моей точки, где я ночевал, 297 километров. Вот, в общем, я посмотрел от моей точки, где я ночевал, 297 километров. Плюс 40 я проехал. Ну, получается, где-то 260 километров он меня подвез. Даже 257, если точнее. Ну да, действительно, я бы, ну что, 3 дня бы ехал. Там 40, считай, проехал. Еще бы где-то 50 бы проехал, и вот 200 километров бы оставалось. Ну, это вот где я уже нахожусь. То есть вот я от границы-то вот насколько отъехал. Совсем ничего. Вот, в общем, такие дела. Мое желание исполнилось, которое я вчера загадал.
Вот вроде что-то накапывать стало. Но я, в принципе, не против, пускай капает. Ну что, в общем, вот так вот и денек и прошел. День, в принципе, замечательный, что сказать. Границу перешел, подвезли. Буду ли я сожалеть в будущем, то, что меня подвезли, а не сам вот доехал? Я думаю, что нет. Это того стоило. Я реально хотел от запада на восток доехать до Улан-Батора своим полностью ходом. Так что вот такие приключения, да. Здорово очутиться обратно в своей стране. Наконец-то лес, мягкая почва, трава, сосны. Там даже где-то березки. Кстати, внизу там речка была по Мапсми. Ну, может быть, уже ее и нету, высохла. Тишина такая, ветра даже нету вообще. Но ничего, дальше у нас продолжается путешествие. Будет Байкал, перед ним Улан-Удэ, Красноярск, Иркутск. В общем, еще ехать и ехать. Уже по нашей родине. Да. Наконец-то можно будет расплачиваться карточкой. Не надо эту наличку считать постоянно. Я в этих деньгах у них путался постоянно. То ли 1000, то ли 10 тысяч. Ну, понятное дело, я не привык к ним. В обменнике разменял, когда деньги, ну, с собой взял еще тоже ворох тугриков, так сказать. Ну, всякого разного номинала на память чисто. Хотел в Улан-Баторе сувениров купить. Что-то не было там ничего, никаких сувенирных лавок. И так ничего и не купил, в общем. Так что вот, сувениры я везу тугрики. Сейчас буду тугрики дарить да раздавать. Так, вот сколько я вообще сегодня проехал? Ну-ка, глянем. 57 проехал. А сколько градусов? 28. А по высоте 451 метр. Ну, кстати, когда на автобусе ехал, да, там были вот такие горы, спуски. Да, как, в принципе, не сказать, что прямо вот такие были затяжные подъемы. Не, были вниз, вверх, вот так вот. Ну что, в общем, все на этом, наверное. Буду кофеек пить. И не одну кружечку, скорее всего. И отдыхать. Завтра нас ждет путешествие. Соточку да по-любому завтра сделать надо будет. Там кто-то едет на мотике, что ли. А не, фура едет. Вот наши обычные фуры, квадратные. Ну, в общем, все на этом. Пока, завтра увидимся.